этом году рождественские парламентские встречи посвящены вопросам соотношения традиций и инноваций в культуре, развития общества и личности. На мой взгляд, тема более чем актуальная, затрагивающая одну из самых болевых точек современного мира. В самом деле, для 21 века характерно стремительное развитие информационных технологий, влияющих на все стороны жизни человека. Поэтому очень важно, наряду с освоением новых знаний и навыков, не растерять базовые морально-нравственные ценности. И наши национальные, российские, и те, на которых покоится цивилизация, все человечество. На них сегодня оказывается беспрецедентное давление в глобальном информационном пространстве. Мы видим, как в ряде западных стран изощренно и цинично подменяются понятия добра и зла, низвергаются традиционные семейные и нравственные идеалы. Серьезная угроза исходит от экстремистских и террористических организаций, искажающих смысл духовных учений, разжигающих войны и ненависть среди народов. Все эти вызовы и угрозы требуют серьезного осмысления. Твердо убеждена, что справиться с ними, победить в навязанной нам борьбе, а точнее сказать, открытой войне за умы, идеи и ценности можно только совместными усилиями государства, общества, православной церкви, других традиционных религий России и каждой крепкой российской семьи. И сегодня РПЦ достойно продолжает свою высокую миссию духовного окормления людей, нравственного совершенствования общества, уберегает нас от опасности трансформации в бездуховное общество, видящее смысл жизни исключительно в потреблении, комфорте, развлечениях. Сбережение наших базовых ценностей и идеалов стало фактором укрепления безопасности страны. Об этом четко сказано в стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которую недавно подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Противники традиционных ценностей видят в них основное препятствие свободе человека, то, что не дает реализовать ее полностью. Я не могу с этим категорически согласиться. Дело в том, что свобода может пониматься, толковаться как свобода от и как свобода для. На Западе упор сделан на первое – свобода как освобождение от всех и всяческих ограничений в культурной, нравственной области, как движение к вседозволенности. Выбор России, Русской Православной Церкви, прямо противоположный. Свобода понимается как снятие препятствий, как расширение возможностей для утверждения выстраданных человечеством высших нравственных, духовных идеалов, целей творения добра. И этот разрыв, водораздел в области информации, культуры, духа становится, к сожалению, все шире и глубже. Мы ставим заслон не мировой культуре, ни в коей мере, частью которой является и культура, безусловно, нашей страны. Мы ставим заслон тому, что я бы назвала эрзац-культурой. Противодействие ей – дело не только государства, но и гражданского общества, средств массовой информации, но в первую очередь это долг самих деятелей культуры. Мы должны поставить заслон безнравственности, цинизму, человека-ненавистничеству, наконец, пошлости и дурному вкусу. Россия – страна талантливых людей, блестящей культуры, искусства. Мы не должны подлаживаться под влияние западной моды. В православии семью нередко называют малой церковью. Разрушать семью значит разрушать народ, страну, цивилизацию в целом. Государство, общество, церковь должны всемирно поддерживать, помогать семье. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что в результате принятых государственных мер по реализации национальной стратегии действий в интересах детей достигнуты неплохие результаты в области демографической политики, повышения доступности дошкольных учреждений, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работу в этом направлении необходимо, конечно же, активно и дальше продолжать. Еще один важный вопрос – усиление гуманитарной составляющей отечественного образования, поддержка русского языка и литературы, истории, разнообразной просветительской деятельности. Исходя из темы наших рождественских парламентских встреч, считаю возможным инициировать тщательное и активное обсуждение проблематики преподавания в школах основ религиозных культур и светской
этики и некоторых других гуманитарных предметов с участием представителей заинтересованных сторон, общественных организаций, традиционных конфессий с учетом имеющегося уже опыта и предложений Русской Православной Церкви.